Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня в этом видео будет мотивация на уборку на кухне. Это будет весенняя уборка. В такую уборку у меня входит стирка штор. Конечно же, будет дезинфекция всех поверхностей, но для меня это не дезинфекция, а на самом деле чистка, так как я использую просто хлоросодержащее вещество для уборки. Я всегда покупаю одно средство, и оно у меня универсальное. Поэтому таким средством, конечно, при уборке как раз дезинфицируются поверхности. Буду протирать все поверхности столешницы, конечно же, протру стол и хочу еще протереть все фасады кухни для того, чтобы убрать с глянцевой поверхности все отпечатки наших пальцев. Собрала на кухне все свои стеклянно-декоративные вазы, в которых у меня был новогодний декор, и стояли сосновые ветки. Решила все хорошенько промыть. И также у меня была ваза, в которой есть искусственные цветы. Цветы я тоже буду промывать от пыли. Такие цветы я покупала еще в магазине Галамарт. Сейчас я вам скоро их покажу. Давно-давно, наверное, еще лет 5 назад, но при этом они сохранили свой внешний вид очень хорошо. На таких цветах тоже скапливается пыль, поэтому их необходимо или протирать влажной тряпочкой, или легонько промывать под тонкой струей воды, что я в принципе и сделала. На сухое полотенце выкладываю все свои стеклянные вазы и оставляю до полного высыхания. Теперь приступаю к очистке кухонного стола. И, кстати, с этой стороны, когда начинает у меня снимать камера, почему-то очень сильно камера искажает цвет и кажется, как будто он невероятно ядрено-зеленый. Но на самом деле обои у нас совершенно не такие яркие. И как-то мне в Яндекс.Дзен несколько моих зрительниц написало, что как можно вообще жить с такими зелеными обоями, это же просто невыносимо, якобы чуть ли не отвратительный цвет. Но могу сказать, что цвет мне нравится. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, и у всех совершенно разные вкусы. Вообще, на самом деле, в последнее время в Яндекс.Дзен поступали какие-то очень неадекватные, неприятные сообщения, которые приходилось блокировать, так как YouTube с комментариями решил вопрос, то на Яндекс.Дзене, к сожалению, этого не было. Только вот недавно появилась информация о том, что сейчас вы можете сами регулировать, кто будет комментировать, ваши подписчики или все, кто смотрит ваш канал. Канал на Яндекс.Дзен я завела, наверное, еще год назад, и его веду, точно так же выкладывая видео, как и в YouTube. В связи с последними изменениями многие знают, что у YouTube отключили монетизацию именно для русскосмотрящего населения. И теперь, конечно же, доходы у большинства блогеров очень сильно упали, потому что некоторая тематика видео, она именно конкретно может быть только доступна для российских зрителей, и, допустим, люди, которые живут за границей, они не смотрят такие темы. Поэтому многие сейчас создают каналы на Яндекс.Дзен, чтобы хоть как-то не потерять свою аудиторию. И, по крайней мере, там есть сейчас монетизация, и можно хоть как-то заработать. Я с канала YouTube, конечно же, уходить не буду, я буду точно так же продолжать выкладывать видео, а последнее время я даже стала выкладывать короткие видео в формате Shorts. Вы знаете, они даже мне очень понравились, довольно интересно и забавно все получается, это какой-то новый виток, это, конечно, не нововведение, но я начала этим заниматься недавно, поэтому для меня это такая небольшая новинка. А еще решила попробовать свои силы на такой платформе, как TikTok. Некоторые видео коротенькие я туда тоже выкладываю, поэтому, кому интересно, оставлю ссылочку, переходите, подписывайтесь. Там тоже можно выкладывать короткие видео 15 секунд или максимум 60, то есть 1 минута.
Полочку для специй я покупала в магазине Fix Price, она тогда стоила 200 рублей. Полочка оказалась невероятно классная, она хорошего качества, и ее можно вот таким образом очень хорошо мыть. И, кстати, краска с нее не слазит. На этой подвесной подставке у меня хранятся специи в стеклянных баночках из магазина IKEA. Многие, наверное, уже знают, что магазины IKEA, к сожалению, закрылись по всей России на неопределенное время. И у нас в Краснодаре нас, конечно же, это тоже коснулось. И я видела в чате в одном, как снимала одна жительница, какие были невероятно огромные очереди в магазине перед закрытием. Если честно, конечно же, жаль. Я снимала про этот магазин раньше обзоры, не так часто, примерно 2 раза в месяц, но все же, и вообще я любила магазин IKEA, у нас достаточно много разных товаров тоже из магазина IKEA. У меня было в планах поехать прикупить еще кое-какие товары для декора, но уже не суждено, потому что магазин закрылся. Теперь будем искать для замены другие магазины. Конечно же, остаются у нас Fix Price, Галамарт, и я думаю, что в интернете на Озоне и Вайлдберрис можно будет найти альтернативные какие-либо товары. Кухонный лоток я мою всегда в ванной, потому что он довольно-таки большой и не помещается у меня в раковину, и его в раковине не очень удобно мыть. Промываю я обычным средством для мытья посуды, ну или в принципе могу использовать какое-либо дезинфицирующее средство. Моется он очень легко, изготовлен из прочного пластика, и перед тем, как его положить в ящик, я, конечно же, протираю полотенцем. Фасады кухни я решила протереть микрофибровой тряпочкой и также использовать средства для мытья стекол и зеркал. Если честно, я им пользуюсь очень-очень редко, но в этот раз я решила прочистить поверхность для того, чтобы кое-как преобразить нашу кухню. У меня есть одна небольшая задумка, сейчас я не буду полностью вам рассказывать, что я хочу сделать, и, возможно, на выходных я полностью преображать буду кухню и, конечно же, сделаю видео и покажу, что получилось. Перед стиркой подготавливаю тюль. На тюле образовались разные грязные пятна. Я намылила микрофибровую тряпочку специальным мылом против пятен и таким образом обрабатываю каждое пятнышко. И потом буду снимать все эти шторы и стирать на 40 градусах. Стирать я буду порошком Сорти. Недавно я покупала порошок в магазине Fix Price, случайно перепутала его с персилом и уже потом на кассе поняла, что оплатила не тот порошок. Но и вы знаете, хорошо, что я его купила, на удивление он мне очень понравился. Он, конечно же, стоит подешевле и по консистенции он не такой мелкий, как персил или Ариэль, но при этом он классно стирает. Я даже удивилась, что бюджетные порошки могут отстирывать на 40 градусах грязные носочки, также колготки без застирывания. В Fix Price пакет 2 килограмма 200 обошелся мне в 150 рублей. И теперь, в принципе, я, наверное, перейду на этот порошок. Он мне, честно скажу, понравился. Конечно же, очень загрязненные вещи мне все равно приходится застирывать мылом, но в основном этот порошок отстирывает большинство грязных пятен. Я уже давно не протирала самый верх наших фасадов, там скопилось достаточно много грязи, и вообще, в принципе, наверное, это место одно из самых грязных у нас на кухне. На губке видно, сколько скопилось грязи, пыли, поэтому сейчас хорошенько все это будем убирать. И сверху я буду средством специальным с хлором все обрабатывать, чтобы все поверхности были чистые.
Еще одно место, где скапливается не меньше грязи, это наша вытяжка, которую необходимо чистить хотя бы раз в месяц. Конечно же, желательно почаще. Там тоже скапливается пыль, но, к сожалению, в этот раз мне не удалось ее достать. Муж у меня закрепил ее маленьким болтиком, который я не смогла, к сожалению, открутить. Поэтому пришлось оставить так. И уже в следующий раз, когда муж мне поможет открутить, я обязательно все прочищу. Ну и теперь приступаем к мытью полов. Я заранее пропылесосила, не стала показывать вам этот момент. У меня уже просто на карте памяти не осталось места, поэтому решила просто показать, как я промываю пол. В воду я всегда добавляю капельку чистящего средства. Пол всегда в последнее время мою шваброй, потому что вообще уборка у меня занимает достаточно много времени. Это видео у меня получилось на 14 минут, но на самом деле начинала я уборку примерно с 3 часов дня с перерывом на готовку на ужин, и закончила я где-то около 10 вечера. Поэтому всегда использую гаджеты для облегчения уборки, которые еще экономят мне время. Решила на столе создать небольшой весенний декор. У меня уже была ваза из Икеи и цветы. Я взяла это все из чайной зоны. И, конечно же, у меня была плетеная вот такая круглая салфетка. Посередине стола я все это разместила. И вы знаете, настроение уже совсем другое. Мне так на самом деле больше нравится. Конечно же, весенний декор, он как-то освежает и придает настроение. На этом буду прощаться. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Также я оставлю ссылочку на Яндекс.Дзен. Всем желаю отличного настроения. До скорых встреч. Пока-пока.